Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события на пороге марта. Давайте узнаем, каковы события с первых недель месяца и 3 главных события. Энергетика же месяца марта призывает нас быть милосерднее к самим себе, добрее к собственной душе, позволить себе право ошибаться и идти дальше, преодолеть какие-то условности и более спокойно проживать те эмоции, с которыми мы сталкиваемся, чтобы на дальнейший наш путь определить более правильные дороги, может быть, более удобные, выгодные где-то. И энергии марта могут напоминать эмоциональные качели, которые в первые пару дней месяца могут нас воодушевить, вдохновить, но уже последующие как будто подталкивать к действовать импульсивно. Вот такая волнообразность наших эмоций может сохраняться ориентировочно в течение 2-3 недель. Эта ситуация может выровняться ко дню весеннего равноденствия, это 20-21 марта, и уже с 25 марта начинается коридор затмений. День 25 марта, лунное затмение в Весах. Этот баланс пробудет ориентировочно до 8 апреля. Как раз это соответствует вот этому коридору. И у нас 8 апреля новолуние и солнечное затмение в знаке Овен. В последующий же месяц, если мы немножко забежим вперед, апрель, с учетом коридора затмений именно в знаках лунных узлов. У нас ось сейчас Овен, Весы. Может означать какие-то неожиданности или метаморфозы даже, с которыми мы можем столкнуться. В апреле, скорее всего, мы должны либо какой-то выбор совершить, или, может быть, с чем-то определиться, мои дорогие. Как, может быть, и вашу тактику, какую-то стратегию, или в отношении конкретного дела, или человека. Но мы пока смотрим в разрезе марта, временные рамки. И что для вас на пороге с первых дней будет актуально. И мы зададим первые 2 важных вопроса. Что придет, что уйдет. Что придет, а что уйдет? С чем вы, может быть, проститесь окончательно, или то, к чему вы утратите интерес, или наоборот, может быть, вы сумеете осуществить и словно поставить в чем-то точку, забыть как будто, да, решить проблему. И 3 главных события. Достанем 3 карты, позже мы их откроем, проясним поподробнее. Итак, что же приходит к вам? Вы знаете, много информации. Вообще сама по себе 5 жезлов, я ее называю картой информационного хаоса. Может быть, вот та волнообразность эмоций, о которой я говорила, и выражаться, когда приходит в вашу жизнь много информации. И где-то вы можете растеряться, как с этим провзаимодействовать. Кому доверять, а кому нет. А здесь по этой карте нам так и говорят, кстати, что утром может прийти одна новость, в обед какая-то другая, а вечером та, которая отменит 2 предыдущих. Или вы можете столкнуться с людьми, на которых не очень-то понадеешься. Вот надейтесь сами на себя. Не крупная карта, но именно карта переменчивости какой-то, как и в отношении конкретного человека, или человек так себя ведет, или в отношении новостей, информации, или событий в вашей жизни, или того, что вас окружает, может быть. И правда, тут не поддаться, ведь совет идет по этой карте один. Держись сначала сторонним наблюдателем, пока ты разберешься. Вот даже если такая турбулентность у вас происходит в марте, не торопитесь действовать. Самое главное, не торопитесь кому-то что-то обещать. А что уйдет? Может быть, вы какой-то вопрос решите, который касается вашей личной жизни или вашего переезда. Может быть, это будет сопряжено с имуществом, движимым, недвижимым. Или расставите все по местам. Король кубков умеет правильно распоряжаться, как и своими эмоциями. Но если вопрос касается дел, он умеет быть хладнокровно рациональным. Вот и вам где-то между этими энергиями придется переключаться. И я так думаю. Карта ведь не говорит, что уйдет. Конечно, у кого-то, может быть, личная история проиграется как с человеком. Может быть, это личная история, как знаете, что уйдет. Вполне вероятно, на вашей работе меняется руководство, и вот конкретный человек под знаком зодиака стихии воды,
или имеет там асцендент. Это у нас рыба, рак, скорпион. Или, знаете, вы можете столкнуться, ну, где-то или прежде, может быть, из прежней вашей какой-то истории, когда пытались с вами манипулировать, а здесь, скорее всего, вы не захотите. Все-таки такие манипуляции проходят по королю кубков. Давайте мы спросим, так что же уйдет, потому что не вполне конкретно нам говорят. Даже сложно сказать, что уйдет. Карта неопределенности. Может быть, ничто не уходит, а просто непонятно, что отпускать. Или непонятно, что с этим делать, с этой информацией. То ли мне это пригодится и взять на вооружение, или же это не имеет никакого значения. Вот вы знаете, сама по себе карта замешательства, и нам говорят о чем? Искусство мелких шагов. Не торопитесь. Но самое главное по карте Луна, вы должны себя буквально сохранять. В том плане, что рассчитывать, конечно, сами на себя. И самое главное, быть великим дипломатом, мои дорогие стрельцы. И даже если где-то внутри вашей души вы с чем-то, с кем-то не согласны, скорее всего, демонстрировать свою открытую позицию, вам это не принесет бонусов. Может дополнительно какой-то хаос создать. И тогда потом попробуй разбери, когда все в одной куче перемешано. Вот, может быть, как раз распределить какую-то информацию более рационально, расставить все по местам вам может хотеться. Если мы говорим, что уйдет, может быть, как раз и какие-то неопределенности, они словно оставляют вас. Может быть, больше конкретики какой-то будет. Но сказать однозначно, это все-таки старший аркан. Увы, я не могу. Давайте мы посмотрим 3 главных события. Ну вот как, предположим, пауза, или я называю эту карту перезагрузка, 7 пентаклей. По ней могут быть те ситуации, истории, когда у нас, предположим, задерживаются документы или подписание каких-то бумаг, или задерживаются деньги, мои дорогие, так тоже бывает. Или сам по себе мы спрашиваем про события, ритм вашей жизни в марте, по крайней мере, но ориентировочно, возможно, это первая декада, он не будет вот тот волнообразный характер носить или не будет какой-то динамики. Информация, может быть, и приходит самая разная, но сказать, что куда-то придется ускориться, быстро поехать, тут, скорее всего, в чем-то пауза. И вполне вероятно, вы будете искать информацию или пытаться, наоборот, может быть, какое-то дело протолкнуть, как будто, чтобы то, что застряло, ну, начало движение или сдвинулось с мертвой точки. Давайте мы поясняющие карты достанем. Чем дело кончится? Ох, вот это да. Ну вот прямо вылетела. Вот мы ее сюда и положим. 10 кубков. Чем дело кончится? И если есть какие-то заминки в отношениях или заминки в тех вопросах, которые касаются вашего ближайшего окружения, ваших любимых людей, детей, родственников, супругов или родственников вашего супруга или супруги. Здесь как будто счастье, или мы говорим удачное как раз решение вопросов. По этой карте благополучие само по себе с большой буквой. Как раз мы остаемся довольны, чем дело кончится. У вас получится осуществить либо свой проект, либо то, что вы хотели, может быть, это для вас важно, и это касается вашей семьи. Мои дорогие стрельцы, у вас тут тоже получается вообще время радоваться. И даже, значит, если есть какие-то задержки, для вас они могут быть как раз наоборот благоприятны. Давайте мы узнаем, о чем сердце успокоится. Ну вот смотрите, как будто остается в вашей жизни то, что будет иметь значение для продолжения. 13-й аркан. И нам говорят, чем сердце успокаивается. Тем, что уже малозначительно, и оно как будто уходит от нас. Или, может быть, это какие-то вот как события, неопределенности, сложности, переживания, как будто тоже оставляют. Но все же это карта трансформации. И не совсем тут про то, что мы успокаиваемся. Нет, здесь словно... Ну, как и новый жизненный этап. И мы ведь какой-то период вынуждены идти в темноте. Мы не сможем что-то просчитать. Я не могу сказать, что сердце успокаивается. Да, рядом у нас карта 10 кубков. Тут действительно есть какой-то позитив, что-то доброе, хорошее. Либо благодаря вашим усилиям, либо, может быть, еще как-то так фортуна, да? Или смотря чего касается ситуация. Или тот вопрос, который связан с вашими любимыми, близкими, он тоже как будто решается. Но
но тем не менее, видимо, начинается, может быть, после вот этого конкретного решения новая фаза вашей жизни. И поэтому нам говорят, ты не торопись. Вот откуда эта семерка пентаклей? Часто ведь вот эта семерка, она как раз говорит о том, что на нас влияют либо события, может быть, у людей, которые близки нам, либо в обстоятельствах, которые существуют на данный момент. И ускорить какой-то процесс, как мы с вами сказали, невозможно. Так вот и трансформацию ускорить тоже. Пробежать вот так вот с легонца быстренько не получится. Давайте мы достанем карту совет. Быть готовым где-то к неожиданностям. А у вас, посмотрите, я бы сказала, все свои разочарования. Правда, вот если у нас карта Луна 1000 неопределенностей и каких-то непонятностей, по крайней мере, в разрезе вот нашего первого расклада, первого ряда карт, уходят какие-то разочарования, это правда. Потому что шестерка пентаклей – это как материальное благополучие, как если вопросы работы вас интересовали, то вы тоже с чем-то определитесь. Само по себе зарабатывание денег – финансовые, если есть таковая брешь, например, тут удачно можно как раз исправить ситуацию, найти какой-то выход или просто, мои дорогие, зарабатывать деньги в каком-то другом эквиваленте. Может быть, это одна из лучших карт колоды на деньги на работу. Поэтому на работу, если мы говорим, ну, как сделать карьеру или получить новую должность, а с ней приходит новый оклад, новые деньги, новые возможности – и возможности общения с миром мы будем говорить, да, если что такое деньги говорим. Так вот, по этой карте нам еще, если мы рассматриваем как в совет, знаете как, не думай, нам как будто карта говорит, что вот эта ситуация продлится до бесконечности долго. Нужно использовать этот момент, как будто чего-то не упустить. Может быть, закрыть какие-то вопросы, что-то решить, договориться, примириться, у каждого по-своему. И помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. Денег в долг не давать. Вот как будто руки у нас, изображенные на карте, тянутся, но вот это прописано в этой колоде. Поэтому будьте аккуратны как и с тратами, так и когда вы кому-то одолжаете. И неважно кому, у кого-то это будет означать близкий даже человек или какой-то родственник. Больше на сохранение. И семерка-то пентаклей, ведь она тоже символика дерева. Дерево уходит корнями вглубь. То есть вы, мои дорогие стрельцы, ваша задача прочную финансовую базу, позицию. Вот как, знаете, чтобы ничто не помешало вам или не было, не создало для вас тех ситуаций, когда без денег или какой-то вопрос из-за денег тоже тормозится. Вот мы ведь не можем предвидеть на долгий период времени, а жизнь не бывает предсказуема, но карты рекомендуют деньги сохранять. Второе событие. У кого-то это будет действительно связано с получением новой должности, со сменой статуса, мои дорогие. Для кого-то, может быть, это личная жизнь, как раз с учетом десятки кубков, когда вы, допустим, прежде только встречались, а тут можете перевести ваши отношения в новую плоскость. Или вы будете чего-то добиваться от поставленных своих задач, чтобы у вас была реализация, получить опять же новую должность, достичь какого-то уровня в бизнесе, или если вы люди творческих профессий, значит, достичь популярности, мои дорогие. Правда, это тоже возможно. Все же карта император. Уважаем мы власть, и вы можете отправиться по инстанциям, по чиновникам, по представителям, может быть, законной власти, или как-то так судьба сложится, что вам придется взаимодействовать. Так вот, карта говорит, уважай власть, тогда тебя власть будет тоже уважать. Не прыгаем, как будто через голову начальника или руководителя. И если есть в ваших планах решить тот или иной вопрос, надо его решать последовательно. Вы можете и столкнуться с таким человеком или, мои дорогие, познакомиться. Такое тоже может быть, пойдя решать тот или иной вопрос. Кто знает, может быть, это будет касаться и ваших супругов, да, или если вы в паре, допустим, когда ваш близкий человек получит должность, и такое тоже может быть.
И знаете, хорошие перспективы нам все говорят про популярность. Но вообще это 21-й старший аркан, карты перевернулись. И в этой карте сразу все. Лавровый венок хотите, пожалуйста. Хотите власти, вот у нас лев, прообраз где-то, да, пожалуйста. Золотой телец, денег хотите, пожалуйста. Итоговая карта, когда, что бы вы тут себе не запланировали, все осуществимо. Нет ничего невозможного. Но нам говорят, 4 пентаклей, карта жадины. Береги, ничего ни с кем не делись. Ну, будьте жадинами, значит, видимо, для вас это будет важно. Давайте я сама достану карту, чем дело кончится. Император, пусть немножко нам пояснят, чего это может касаться. Конечно, по старшему аркану все что угодно от личной жизни до наших желаний, исполнения амбиций. Правда, тут скорее какой-то либо рабочий вопрос, либо как способ зарабатывать деньги и увеличить доходы свои собственные. Опять же, шестерка, восьмерка, две карты, которые говорят о прибыли, о том, что вы уже сейчас профессионал. И нашем профессиональном успехе, вот говорят восьмерка пентаклей, как будто и сейчас вы получаете признание, и на последующий период вы будете в центре внимания. Соответственно, будет расти и ваш доход. И чем дело кончится? Оно не кончится, оно как будто продолжается к новым высотам. Или буквально вы получаете деньги. Вы останетесь финансами довольны, мои дорогие стрельцы, в марте. Может быть, с учетом карты, посмотрите, чем сердце успокоится. Для кого-то из вас это может быть встреча с человеком или решение каких-то вопросов в банках, в высоких структурах. С представителями, может быть, придется общаться законной власти, для кого-то из вас адвокаты, юристы. Все зависит от тех вопросов, которые у вас стоят на повестке дня. Но этим успокаивается сердце. То есть это карта холодного рационализма и избавления от мусора вот ментального, когда король мечей, он интеллектуал. И он умеет одновременно логически мыслить и оценить ситуацию безэмоционально, что есть по факту. Вот вы где-то в этих энергиях можете правильно оценить обстановку. Или плюс к тому, с учетом тем более дважды карты императора, если вы пойдете что-то решать, согласовывать, подписывать, скорее всего, у вас продуктивный месяц, март будет. Для кого-то из вас вы можете отправиться, к примеру, по врачам, лечить зубы, проходить обследование. И здесь тоже вы о себе что-то узнаете наверняка, как будто сильная позиция стала быть. Либо вовремя как-то вы обратитесь к доктору, либо удачно будет проведено какое-то обследование. Давайте карту совет. Но это не для всех, безусловно, потому что король мечей всесторонне... Ух ты! Всесторонняя такой направленности карта. Единственное, что объединяет согласованность по закону, и когда есть какая-то четкость, есть правда, и ничего как будто кроме правды. Вот от этой конкретики нужно оттолкнуться, или это те люди, которые тоже отвечают за свои слова. Предположим, высокие чиновники, это тоже проходит. Или люди, которые... Иногда люди в погонах проходят тоже. Поэтому вот этот рационализм, холодность суждений, чем сердце успокаивается. Может быть, это, мои дорогие, тут могут пересекаться вопросы с учетом, что я карту совет императрицы достала. Как и по работе, так и по личной жизни. Тут какая-то ваша словно новая история может закрутиться, мои дорогие стрельцы, или прежние отношения перейдут, правда, на другой уровень. И правда, вы тогда можете пойти что-то согласовывать или уточнять, как в отношении вас работает закон, или как правильно составить, может быть, брачный договор, ну, кто знает. Продуктивное достаточно время, и, мои дорогие, вы остаетесь довольны. По карте императрица сохраняй все то, что у тебя есть. Это карта благополучия, это карта, если мы говорим про работу с учетом карты император, старший аркан, и это карта власти, тут две карты власти, так вот власть вам придется сохранять точнее. И карта императрицы, она более лояльно смотрит на события мира. Она готова где-то быть великим дипломатом и не выносить жестких вердиктов. Для вас будет важно правильно провзаимодействовать с людьми. Хотя первая карта была
пятерка жезлов. И это какая-то может быть как и неразбериха, так и сама по себе недостоверная информация. Но может быть вам нужно перепроверять что-то с учетом, кстати, короля мечей. Где-то не доверять, сохранять как собственные позиции и приумножать, увеличивать. У вас две карты, пусть это выпадает на работу. Иногда по шестерке пентаклей это словно, знаете, могут быть не случайные случайности. Или назовите это как оказия. Мы хотим решить какой-то вопрос, а тут и момент удачный может как бы подвернуться. Это тоже благо. Но у вас очень сильная позиция, мои дорогие. Хоть по бизнесу, хоть по работе, хоть по личной жизни есть варианты решения любого практически вопроса. Главное не оборачиваться назад и себя где-то подстраховывать, зная законы и соблюдая вот эту систему иерархии. Ну, правда? Третье событие. Ну, я не говорю, что это буквально свадьба, но это праздник после победы. У нас, пусть это жезлы, и правда, победа есть, и как будто способ или возможность порадоваться. Семья у нас в этой колоде карт показана, и поэтому это личная какая-то история, которая вам подарит не просто вдохновение, а уверенности. Все-таки это карта якоря еще одновременно, как в дне сегодняшнем, так и в завтрашнем. Или если мы говорим о тех, кто долгое время встречался, тут действительно можно ваши отношения перевести на другой уровень. Чем дело кончится? Хотя нам говорят уже праздником, приятными эмоциями, радостью. У кого-то вопросы, связанные с детьми, но вообще эта карта, пусть она не крупная, но это карта хорошего настроения. И значит, какой-то праздник должен состояться. Чем сердце успокоится? Сердце успокоится, видимо, тогда, когда вы окончательно отпустите прошлое, когда отпустите сожаление. Вот посмотрите, у нас пятерка кубков, два кубка вполне отчетливо стоят за спиной вот этого молодого человека, а он горюет о тех, которые перевернулись, и они такие в каком-то размытом виде, как будто это случилось уже давно, нет уже этого в реальности, то есть оно и в прежнем-то состоянии в каком-то, или в прежнем временном промежутке, это не имело какого-то глобального значения, мелкая карта, повторюсь, но застряла в нашей душе, и поэтому принять какую-то реальность, чем быстрее мы развернемся и увидим возможности, тем быстрее сердце успокоится. Это карта хандры, поэтому, знаете, все ведь хорошо, а на вас как будто вот такая хандра может накатить ни с того, ни с сего. Будьте внимательны к самим себе и где-то уводите себя сами от глубокой философии по прошлому или потому, что у вас когда-то не получилось, мои дорогие стрельцы. Не имеет это значения. Карта совет. Вот нам снова говорят, вдохновись, посмотрите, паж кубков, паж жезлов, это как новое начало. У кого-то новые отношения, с новым вдохновением, новые возможности, у кого-то переезды, или вы будете планировать с своим любимым человеком, или просто вот эти наши совместные планы, которые нам интересен сам процесс, может быть, планирования, и мы словно думаем в унисон, правда? Тут будет что-то очень приятное, и я так могу предположить, может быть, это будет где-то даже в районе коридора затмений, какая-то ситуация для вас прояснится. И если правда, вот эту апатию оставить позади, вот нам поэтому и говорят, десятка же кубков, понимаете? Тут карта, по сути, счастья, возможностей, причем таких серьезных возможностей, и шестерка пентаклей. А вот для того, чтобы у вас что-то получилось осуществить, для того, чтобы вы, мои дорогие, были счастливы, нужно как будто необходимо отпустить другую ситуацию, ту ситуацию, которая закончилась, которую вы не возьмете с собой в будущее. И здесь как смена статуса, как заработать деньги, как прочувствовать себя счастливым и быть им. Ну, что может быть прекрасней для вас? Удивительный март. Но, конечно, все будет зависеть от вас самих. И, видимо, поэтому у нас начинается с пятерки жезлов. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.